Охра светлая это у меня. Вот, я знаю, что вам выглядит как будто бы желтее, но нет. Это все неправда. Это все ложь, вымысел. Вот. Немного про работу. Как я уже сказала, вот в Живерни Клод Моне себе построил дом. Потому что ездил туда на пленэр все время и не смог в итоге расстаться с этим местом. Живерни, это во Франции, под Парижем. Вот, и купил это место, сделал там себе сад. Одним из его увлечений было также садоводничество. Сад непрерывного цветения там находится. То есть, когда бы вы не приехали, там все равно будет очень красиво. Все будет цвести. Вот эти мостики чудесные там находятся в пруду. И, собственно говоря, этот сад был его огромной мастерской под открытым небом всю его оставшуюся жизнь. Вот с того момента, как он туда приехал, больше он считал, что никуда ему не нужно. В общем, совершенно справедливо. Потому что, когда у тебя есть такой сад, такой пруд, и, в общем, ничего больше не нужно. Вот, кому интересно про импрессионистов, посмотрите. Очень хороший BBC был фильм «Импрессионисты» из 3 частей. Там вообще про их жизнь, про их судьбы. Вот, собственно, Моне из них, из всех, дольше всех прожил. Там что-то под 90 лет ему было. Так, ну, ладно, от слов к делу. Хочу разметить красным, чтобы, если что, исправиться. Так, стога вообще такая очень осенняя тема. И следующие 3 дня мы будем писать стога, копии стогов у разных художников. У разных художников. Кстати, обратите внимание, как мастерски Клод определил большое, среднее, малое в стогах. Так, тут еще трава. Здесь вот задний лес. Уходит на серединочку. Идет дальше. Вот здесь идет на возвышение. Дальний лес. Вот здесь одна какая-то лохматая тополина. Чуть меньше еще тополина. Вот. Следующая заканчивается где-то здесь. Так, приходит вот сюда она. Тут вот одна какая-то маленькая тополяшка. Так, значит, надо поднимать вот этот. Сейчас я просто намечаю. Намечаю. Допустим, вот здесь у нас маленький будет. От него. Нет, наверное, у меня формат, конечно, не в точности повторяет его формат. Ну вот, пусть будет как-то так. Пусть будет как-то так. Есть кроны вот этих вот тополей. Там вот еще тополь один сзади. Вот, конечно, в рамках марафона невозможно сделать прям очень точную, очень хорошую копию, но, по крайней мере, попытаться схватить вот это вот настроение можно. Вполне.
Тем более Клод Моне это такой человек, который очень любил задолбаться над всякими мелкими детальками. Он вроде как общо все писал, но потом, когда начинаешь разбирать, выясняется, что куча мелких мазков создают как раз вот эту массу. Вот, я одно время, когда увлекалась как раз очень копиями и Левитана, и его, я какую-то работу делала, мне казалось, что очень простую. Вот, берег там такой, какой-то французский. Один берег перекрывает другой, такая работка, вот такая, один берег, и там другой берег. Вот, и мне казалось, что это прям так все легко. Сейчас я тут нашмякаю. Вот, и когда я поняла, что я только небо одно копирую 4 часа, пишу, как вы видели, очень быстро, то тогда, конечно, у меня возникло вообще сомнение в том, что это просто. Вот, но мне как художнику, конечно, это было очень полезно. Копировать всегда полезно. Всегда полезно. Так, ну вроде вот как-то так пусть будет. Как-то так пусть будет. Вот этот главный герой, его можно, наверное, чуть-чуть даже подвыделить. Под него сразу можно здесь заложить тень. Самое темное вот там будет место. Ну, сразу я определяю вот этот дальний лес, задаю холодность его. Здесь тень от вот этого вот тополя. Здесь тень. Вот здесь у мастера четко видно, что тень холодная. Маленький стажочек. Вот здесь какие-то штучечки. Я не вижу. Я сейчас общо намечаю. Я потом буду приближать, конечно, каждый кусочек. Приближать буду каждый кусочек. Так, вот этот тополь у меня вот сюда пришел, этот вот сюда пришел. Ну и здесь вот эта вот молодая поросль, она еще тоже будет рябить. Мы ее сюда сделаем. Ну и, собственно, вот здесь вот у нас уже тень, теневая часть. Вот, будете копировать эту вещь, не берите большой формат. Ну вот у меня буквально 26 на 35, где-то так, 25 на 35. Какой-то такой, потому что большой формат здесь будет означать, что вы закопаетесь в детальках в этих и, в общем, можете не смочь тут справиться с этим совсем. Поэтому я тоже не брала большой формат. Маленький брала формат. Вот, ну и, как я уже сказала, да, Клод Моне, он кажется, что очень все просто. Потом, когда начинаешь разбирать, все ни разу не просто. Так бывает. Художники народ такой. Могут что-нибудь такое натворить. Будет непросто потом. Так, ну вот, я разметила примерно так. Стога в Живерни называется работа. На улице сегодня не моросит, поэтому я совершенно спокойно работаю на улице. Ну как, немножко капало как будто, но сейчас вот очень даже просветлело. Поют птички, и, в общем, очень, очень неплохо. Пленэр удался. Не то, что мой вчерашний. Вот. Так. Предлагаю что? Предлагаю цветовые отношения. Сейчас так, капюшончики одену.
Предлагаю цветовые отношения какие-то сразу взять. Естественно, цвет я беру не сразу. Он у меня приходит потом. Я потом еще буду проходиться. Ничего с первого раза. Вот здесь у нас довольно сочная зеленая трава. И мы ее сюда кладем. Вот у меня, к сожалению, не выдавливается охра, так что придется ее сегодня самой намешивать. Вот здесь вот более такой. Так, и здесь тоже. Ну, вот здесь вообще у него много-много мелких мазочков. Мы их будем прокладывать постепенно, потому что если я сейчас буду вот каждый кусочек вот сравнивать, да, вот класть, вот так вот сидеть там, то это, конечно, будет вообще не то. Вот, поэтому сейчас мы просто вот закладываем какие-то цветовые пятна. Быстренько так. Чтобы просто у нас начала работа. Помните, я вчера говорила, что работа должна постепенно вырисовываться. Не нужно упираться в каждый кусочек отдельно, а работу нужно вести всю сразу. Во-первых, так легче. Во-вторых, если вдруг вас что-то отвлечет, вы подойдете, а там один кусочек, и тот неверный, и думаешь, ну, господи, что ж такое? Вот, а здесь у вас получается, что есть возможность всю работу вести, вот как проявляется кадр пленки, весь постепенно. Вот и здесь также все проявляется постепенно. Здесь вот, например, какие-то бежевые есть кусочки. Ну вот эти вот все штучки берете вот так вот и кладете сюда. Потихонечку. Просто всю работу потихонечку. Вообще, когда кого-то копируете, постарайтесь почитать и понять, как человек работал. Ну вот, примерно. Сейчас мы примерно это все оставим, потому что нас на данном этапе все устраивает. Идем дальше. Вот здесь вот у нас должен быть больше света. Вот тут. Вот из-под теневой вот этого стога, вот здесь кажется свет более ярким. Более ярким, более солнечным, и мы вот его сюда положим сейчас. Вот прям такие вот красочки. Кстати, старайтесь всегда краску смешивать. Никогда не кладите прям открытый цвет. Это вообще не очень живописно выглядит. Ну, почему-то так выходит. Так, вот здесь вот мы, значит, кладем. Вот смотрите, из-за того, что у меня не был белым фон изначально, уже как будто вся работа начинает прорисовываться. Хотя я работаю там всего, не знаю, сейчас скажу сколько, ну минут 20, наверное. И, соответственно, когда вот вы постепенно делаете всю работу, вам легче. Но нет, есть, конечно, такие торопыги, которые думают, так, а что у меня ничего здесь не получается? Здесь пока ничего не должно так сильно прям получиться. Мы только начали работу. Хотя, конечно, если так бросить, ну, скажут современное искусство. Так, мы помним, да, общо закладываем все. Вот здесь какие-то рыжеватые пятнышки такие. У меня очень далеко стоит картинка, именно для того, чтобы не упереться вот в эти вот мелкие все детальки. Вот мы, значит, сюда это все кладем. Потом можно начать класть вот здесь вот. Уточнять форму стога самого.
Вот здесь вот даже какие-то есть красноватые такие моменты. Стога я обожаю писать. Это прям мое любимое. Да мы потом еще закроем всякими цветами разными. Сейчас я пока пытаюсь просто понять, сколько он относится ко всему. И он, вот я вижу, что он ровно равен вот этому расстоянию. Да, у меня так и есть, а вниз чуть-чуть меньше. Ну, примерно пока мы так оставим. Примерно пока так. Потом его гореть мы заставим, конечно. У нас есть для этого методы. Вот, сейчас я думаю, что время сделать небо. Время сделать небо. Вот этот кусочек у нас довольно темный. Конечно, мы пишем впечатление от работы, а не всю работу. Всю работу надо совершенно по-другому работать. Это надо брать прям по квадратикам. В рамках прямого эфира я даже не знаю, это, наверное, невозможно просто. Тут нужна какая-то серия прямых эфиров. Здесь мы тоже вот предварительно вот так намечаем все. Очень красивая природа во Франции. Уже несколько есть мест, когда откроют границы, куда я обязательно поеду. Когда-нибудь. Вот. У меня намечено несколько мест, куда нужно обязательно съездить.
художнику. Таких исторических для живописных. Для живописцев есть несколько исторических мест. Туда я и собираюсь когда-нибудь попасть. Ну, вот здесь я суживаю вот это место, я потом буду проходиться по нему еще отдельно, и где мне понадобится, я всегда смогу небо вернуть. Мне это всегда легко получится. Масло вообще очень хорошая техника в этом смысле, что можно все передумать несколько раз, все переделать. Никаких проблем. Вот в акварели, конечно, не прокатит. Такие глупости, как все испортить, а потом соскрести, так нельзя. Ну вот здесь вот эту я вижу полоску, что надо уменьшать, прям явно. Так что вот я ее небом поджимаю. Потому что вот здесь я вижу на референсе, что у меня сток соприкасается с небом. Вот тут. Вот здесь уже начинается крона вот этого дерева. Ну, сейчас пока я понимаю, что это выглядит как хаос, но это уже не хаос. Там вот эти вот штуки. Ну, вот здесь, может быть, тоже посветлее можно сделать. Но сейчас мы это поймем, когда вот эти кроны будем делать. Кисточки линяют. Так. Теперь нам надо вот с этими кронами определиться.
Вы видите, что на концах это ультрамарин. На референсе вот здесь. Вот здесь дальний вот этот, дальний лес этот. И вот тут он тоже. Это петухи орут, слышите? Как забавно. Так. Вот он, значит, здесь вот так вот идет. Ну, в общем, дальний лес кладется холодным, потому что световоздушная перспектива делает его холодным. Ну вот, и здесь же у нас какие-то там какие-то там должны быть, наверное, на дальнем. Я сейчас пока общее раскладываю. Конечно, у меня сейчас пока не так все точно. Так, вот здесь вообще очень темный уголок. Темный уголок. И вот тут вот тоже. Тут вот. То есть вы видите, можно практически одной кистью написать работу. Спокойно совершенно. Если это импрессионисты. Почему бы нет? Ну, здесь вот в контражуре находятся вот эти деревья. Поэтому серединка у них темная.
Ну вот. Вот у нас уже что-то начинает вырисовываться. Главное, видите, я работу веду всю постепенно. Вот это вот основной момент. Работу вести всю постепенно. Тогда не будет впечатления, что очень какой-то прям Армагеддон. Здесь очень темный уголок. Темный уголок. То есть вот тут вот у нас темно. И за счет этого будет светиться вот этот вот сток. Тут вот много мелких каких-то штучек. Ну, из-за того, что контровой свет, вот здесь темно, а наружу будет. Тут, конечно, еще много можно тыкать. Все. Ну, приблизительно вот, чтобы создать вот это вот впечатление, которое хотел создать Мане. Вот здесь вообще у него очень много всего. Сейчас, наверное, я уже буду приближать, потому что мне уже не хватает информации из того, что я вижу. Вот здесь вот можно... Тут он не использовал черный цвет, но я использую индиго. Индиго тоже годится. Хорошая темная краска. Здесь, по-моему, тоже еще один должен быть стволик. Здесь вообще вот, наверное, что даже и не один. Тут вообще вот очень много всего вот в этом месте.
Так, ну вот, примерно с деревьями сейчас можно пока остановиться. Кстати, изумрудка, скорее всего, тут должна быть зеленым. У меня ее пока нет, сейчас я ее найду. Что-то сейчас ничего изумрудного у нас с вами нет, мы не во Франции, поэтому она у меня, конечно, на палитре не присутствует. Тут вот в самом уголке какой-то кусочек. Да, вот она, конечно, звенит по-другому. Сейчас займемся стогом тогда. После стога вернемся вот к этим всем мелким штукам. Тут, конечно, у меня пошло какое-то смещение. Вот этот, например, вот сюда должен был прийти. Но это не принципиально. Не принципиально. Вот здесь, например, вообще ничего не должно быть. Подождите, или должно быть? Так, сейчас я в стволах запуталась. Вот этот вот сюда должен приходить. Простой. Да, вот этот. Вот он. А вот этот, его быть не должно. Значит, смотрите, в случае ошибки вот так можно поступить. Вот, ну и, соответственно, чтобы восстановить там этот слой красочный, вот так вот берем. Тут не до аккуратности, поскольку это мане, аккуратность здесь ни при чем. Главное впечатление. Вот. Так, а вот это вот место, вот оно. И там, на дальнем плане, мы видим с вами, там стоят два каких-то тополя, наверное, больших каких-то, пушистых. Ну вот. Вот теперь все. Теперь все хорошо. Какие-то курицы куда-то. Реально как в деревне себя чувствую. Ну, в принципе-то я и есть в деревне, но не думала, что до такой степени. Вот. Вот тут вот у нас так, все-таки мне придется эту изумрудку выковырить. Желтеньким. Вот, вот здесь вот у нас это молодая поросль на стволе тополя. Ну, какая-то вот, и она вот такая, она поярче, чем все. Здесь она тоже есть. Он эти тополя писал далеко не единожды. Прям есть отдельные работы, где эти тополя. Кому будет интересно, посмотрите. У Клода Моне прям работы есть с тополями. Тополя в Живерни или что-то такое. Допустим, на этом мы остановимся. Или остановимся.
И пойдем делать вот нашего главного героя. Вот этот сток. Значит, вот здесь у меня неправильно, вот этого не должно быть. Она не такая длинная, эта тень. Потому что это там август. Конец августа, начало сентября, скорее всего. Ну вот я приблизила, и мне стало совершенно понятно, что, например, приближать-то тоже полезно. Что вот здесь вот можно... Здесь можно даже некоторое количество сделать фиолетовых каких-то мазков. Ну, не таких ярких. Так, вот здесь. Тоже тень у нас от вот этих деревьев должна быть. Вот тут тоже тень. Вот она у нас идет. Сюда идет. И вот здесь идет тоже тень. Собственно, этот махонький совсем стажочек, он является такой небольшой репетицией к вот этому большому, потому что он очень компактен. То есть тень, здесь свет, и все. Я не смотрела, какого работает размера, но думаю, что не маленького. Не писал Клод Моне особо маленьких работ. Да, в общем, и правильно, что. Потом музеи же маленькие работы редко покупают. Я когда-то очень давно, когда мне мама говорила, Франция прекрасная страна, я сказала, фу, лягушатники, не поеду к ним, какое говно. Вот, но потом так вышло, что вот у меня умер дедушка, и нужно было куда-то съездить просто для того, чтобы не сойти с ума, чтобы отвлечься. И мама сказала, поехали во Францию, вот есть возможность сделать бесплатно визу там как-то, или быстро очень визу сделать. Не бесплатно, скорее всего, просто быстро. Вот, и мы поехали. И как я там влюбилась в эту Францию. О, вот так бывает, когда что-то отрицаешь. Так что да, вот такая смешная история у меня была с Францией. Так, вот здесь я смотрю какие-то пожухлые ухристые оттенки есть. Очень хорошая репродукция, которую я вот вам прислала. Очень нравится, вообще прекрасная репродукция, отличная. Так, сейчас время делать вот здесь вот всякие вот эти штуки. Намешиваем зеленый. Ну вот, просто вот такими вот движениями. Почти хаотично. Слой за слоем. Ну, здесь мы помним, да, у нас светлые тона. Здесь тоже не очень темные. Слой за слоем кладем вот такие короткие мазки характерные. Здесь, конечно, много краски. Много краски. Клод Моне любил такую пастозную живопись. Много клал краски. Ну, я тоже люблю. Вот, то есть поле вот это вот мы делаем таким образом. Вот охру сочетаем с зелеными тонами. Если приблизить, тут вот так вот все идет. Такие вот моменты.
Так, оливковая. Очень хорошо, но она очень засохла почему-то. Сюда кладем оливковую. Так, вот здесь у нас этот маленький стажок, да? У него немножечко коричневая здесь. Вот это вот теневая сторона. Я к чему про размеры? Что ему наверняка было легче выписать там этот стажок, чем мне тут сейчас на этом махоньком. Но все равно он похож на стажок из-за этого все равно. Все равно похож, конечно. Уже какой-то там паучок по моему ноутбуку ползает. Смешно, забавно. Вот. Что я эти кисти держу, никто мне не скажет. Так, вот у меня, значит, тут такой цвет, чтобы прям, чтобы загорелась вот эта вот часть. Я совершенно недавно в Вологодской области писала стога, но они вот были, как мы обсуждали, какашечками ровными. Это, конечно, не то. Прям совсем. Вот этот яркий цвет я вот сюда кладу. Вот сюда кладу вот этот коричневый. У меня это Марс коричневый. Таким образом вот делается форма этого стога. Сюда прям вот этот красный можно положить. Пусть он светится оттуда. Сюда вот прям переходит. Вот так вот. И вот здесь тоже тепленький есть блечок. Там у нас с вами нет, не такой яркий. Ну вот, в принципе, у нас работа уже так решилась. Нам теперь осталось вот тут наделать этих мазков красивых по форме. И вот будет полное впечатление как раз зноя, травы. Ну, здесь надо следить за теплохолодностью и за тоном обязательно. Ну, дождик капает. Вот. Ну вот фиолетовый я добавляю в тени вот сюда. Здесь вот у меня фиолетовый. Мне кажется, что он худоват. Этот сток, я его, наверное, расширю. Пока не поняла, в какую сторону, но вот мне хочется, чтобы вот у него прям бачок был. Да, вот так-то он больше похож. Вот, ну, в принципе, понятно, как работу вести. Работа, в общем, сложилась. Тут остались вот какие-то деталюшки, которые можно тут до бесконечности шмякать, поверьте.
Ну, вот таким вот образом, короткими, отрывистыми такими. Тут в траву у нас тень уходит. Здесь тоже есть тень. Коричневый я кладу вот сюда. Вот здесь вот я вижу небольшой есть рефлексик. Что такое рефлексик? Это прямое, а отраженное от какой-то поверхности. В данном случае это отсюда может быть отраженный свет. Он очень неяркий всегда. Ну вот. Вот у нас такая получилась работка. Сюда вот ореол белых еще можно добавить. Здесь можно еще дальний план поделать. Тут бесконечное абсолютно можно еще количество времени этому посвятить. Вот. Вот здесь, например, какие-то вот такие яркие можно пятнышки посадить. Ну, помните, что дальний план холодный. Дальний план холодный. Тут прям вот не знаю, я, наверное, сейчас. Прям яркий можно положить вот здесь. Удовольствие, конечно, над этой работой работать. Вот, очень приятно шмякать это все. Тут прям такой кайф ловишь, вот просто от процесса укладывания вот этих мазочков. Ну, в общем, поработайте в кайф. Тут прям вот кайфа тут много. Прям вот берешь, укладываешь это все. Ну, очень приятно. Не знаю, мне прям отлично. Я кайфанула от процесса. Эти толстые поросли. Да, очень солнечная. В общем, Мане был таким же сумасшедшим солнцезависящим человеком, как я. Вот нет сейчас солнца, да, у меня... Я одна цитрамония выхожу в эфир, у меня реально очень сильно болит голова постоянно. Мне реально бывает просто вот неприлично грустно, просто на меня накатывает. Просто потому, что нет солнца. Вот сегодня посветлее, у меня намного лучше настроение, например, чем вчера. То есть, конечно, солнце, оно на нас очень влияет, художников. Без него все совершенно не такое. Можно... Вот почему Левитан так умер рано? Потому что постоянно солнца не было у него. Ездил вот он в Италию заряжаться. У него в дневниках было, что вот очень он оттуда приезжал прям зарядившийся. Всем спасибо. Очень здорово поработали. Ну, тут я вот еще добавлю мазочков просто для фактуры. Вот, спасибо большое. Крепко обнимаю. Пока.